Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим с вами, какие события произошли, а их масса. И, соответственно, к чему эти события в ближайшее время ведут, как будут разыгрываться здесь карты. Так, друзья, сегодня публикуются важные данные по индексу потребительского климата в Германии. Сегодня же продолжение выступления евробанкира главного Лагард. Но есть и более важные дела. Это сальдо внешней торговли Соединенных Штатов и индекс доверия потребителей Соединенных Штатов, который выйдет в 5 часов вечера. А также сегодня же выступление главы ФРС Пауэлла. Я думаю, сегодня ему много чего интересного будет что сказать. Вот так сегодня, предполагается, будут разворачиваться события. Давайте перейдем к новостям. Так, друзья, ну что-то прямо столько внезапных событий произошло. Федеральная резервная система потрясена, скажем так, скандалом, который произошел. Уходит глава управляющей Далласского банка Федеральной резервной системы Розенгрен и уходит Каплан. Дело в том, что Каплан — это как раз и есть тот самый волшебный ястреб, который топил за то, чтобы как можно быстрее начать сокращать скупку активов и потом переходить к повышению ставки. Из-за чего все это началось? Скандал в благородном семействе. Выяснилось, что и Каплан, и Розенгрен, они торговали акциями, и при этом у Конгресса вполне однозначная ситуация относительно возможностей и прав со стороны управляющих директоров и сотрудников ФРС осуществлять подобные операции. Соответственно, поскольку только зашла речь и начали этот вопрос выяснять, в целях того, чтобы не обострять ситуацию, и Каплан, и Розенгрен подали в отставке. Там они немножко не доработали до официальной пенсии. Розенгрен, во всяком случае. В чем здесь суть вопроса? Во-первых, Каплан — это известный ястреб, который топил за начало закручивания гаек. Это раз. Во-вторых, с моей точки зрения, здесь сочетание все-таки нескольких факторов. С одной стороны, видимо, у ФРС все-таки будет смягчаться политика, потому что если Каплан уходит, то есть все основания для того, чтобы особо не торопиться с началом закручивания гаек. Это следует из текущей ситуации, исходя из того, что происходит в мире, в мировой экономике. Китай трещит по швам. И, в общем-то, достаточно рисков, которые могут в полном объеме раскрыться, если начать прежде времени заканчивать стимулирующие меры. Но есть и другой фактор. Это инфляция, которая грозно нависает и которая давит на все. Пока не до конца ясно, почему вот эти события с ходом Каплана и Розенгрена произошли. Потому что здесь, в принципе, с учетом текущей ситуации, непростой, они могли вот всем этим скандалом воспользоваться для того, чтобы выйти из игры и уйти от ответственности. Если они видят, что система идет по наклону и в любой момент может произойти какие-то неблагоприятные события, вполне логично, используя, скажем так, вопрос этики, досрочно выйти из игры. Такое тоже вполне может быть, но пока что больше похоже, что либо, скажем так, хотят не допустить до дальнейшего правления Пауэлла, либо что-то будет с политикой ФРС в части того, что ее пока не будут прикручивать. По крайней мере, Каплан — это один из идеологов ускоренного закручивания гаек. Соответственно, сегодня предполагается выступление Пауэлла, и я думаю, он будет этот вопрос освещать. Помимо этого, вообще события достаточно стремительно в финансовой сфере мировой развиваются. Вот еще такая информация, что Елен не берет телефон, не отвечает на звонки Георгиевой, которая, работая главой Всемирного банка, по имеющейся информации, оказывала давление на аналитиков, готовящих отчет Doing Business, в части того, чтобы присвоить очень позитивные места для Китая и для России.
Ну и заведомо там то, что касается особенно России, место в Doing Business, оно не соответствовало другим рейтингам, которые связаны, ну и так или иначе указывают на возможность ведения дел в стране. Но и здесь, судя по всему, все это в единый клубок сводится. И ФРС, и Всемирный банк, судя по всему, грядут какие-то перетряхивания, изменения. Возможно, кто-то специально эти скандалы инициировал для того, чтобы вовремя выйти из игры и не нести ответственность за то, что происходит. Но это, во всяком случае, с моей точки зрения, вполне может касаться ФРС. Ситуация со Всемирным банком, с вот этим рейтингом Doing Business, ну, здесь она как бы крайне некрасивая и крайне компрометирующая вообще для любых рейтинговых агентств, любых рейтинговых услуг. Итак, друзья, сегодня, возможно, будет ясность, там, может быть, Павел сообщит, может быть, какие-то новости, что изменится в связи с тем, что уходят в отставку Каплан и Розенгрен. Пока что на текущий момент, я думаю, здесь два основных сценария. Первый сценарий – это связано с тем, что будут отодвигать количественные смягчения. И второй момент, что будут радикально перетряхивать всю ФРС. Ну, если два управляющих в связи с этическим скандалом уходят, то, соответственно, возникает вопрос, а куда смотрел глава? Потому что как бы на Западе руководитель, начальник, он отвечает за то, что происходит в веренных ему подразделениях. И, соответственно, он по факту того, что там такие события идут, он должен понести ответственность и уйти по-хорошему. Поэтому могут поставить сегодня же или на этой неделе вопрос об уходе Пауэлла. Пока непонятно, будет это сделано или нет, потому что это как раз тот случай, когда коней на переправе не меняют на самом деле. Но, тем не менее, такое может вполне прозвучать. С другой стороны, видите, вот как работает нормальная, жизнеспособная, дееспособная система. Как только начались разговоры об этике, и, скажем так, даже пока никаких обвинений, ничего не предъявили, просто вот зашел разговор, а насколько этично, что управляющие директора, они там что-то делали на фондовом рынке. И они сразу для того, чтобы не портить себе имидж и Федеральной резервной системе, они взяли и ушли. Но здесь еще вопрос заключается в том, что, ну, как бы демократы, они за то, чтобы бесконечно всем раздавать деньги, а вот Каплан, он такой точки зрения не придерживается, идеологические расхождения. Итак, друзья, скорее всего, сегодня, ну или на этой неделе точно будет определенность, куда меняется, скажем так, движение Соединенных Штатов и Федеральной резервной системы, и как это связано с уходом Каплана и Розенгрена. Пока что, с моей точки зрения, весьма вероятно это свидетельствует о том, что будет больше послаблений в части сохранения количественного смягчения. Так, ну вот на фоне энергетического кризиса нефть улетает в космос, $80 уже тестируется. Так, друзья, ну на фоне вот всех этих перетряхиваний ФРС вопрос с дефолтом в Соединенных Штатах, связанным с пролонгацией в срок государственного долга, начинает звучать действительно зловеще. Если перетряхивают ФРС, то не задумал ли кто-то, чтобы действительно хотя бы технически провести дефолт и под это дело порешать многие вопросы? Ну, такое вполне как бы может быть. Единственное, с моей точки зрения, сейчас пока вот с подобными вещами шутить еще рано. Вот в следующем году вполне с такими вещами можно будет шутить. В этом году еще рано, потому что не все возможности, связанные с восстановлением, реализованы. Китай пока не рухнул, и, соответственно, искусственно создавать новую волну кризиса и под него все списывать, я думаю, никто не будет. Хотя у республиканцев очень большой соблазн это сделать и заблокировать пролонгацию, которую демократы, ну им просто необходимо это сделать. Потому как здесь ситуация очень простая. Тот, кто не подпишет и вызовет кризис, но будет мешать процессу подписания, он, соответственно, потом в конечном счете и будет виноватым, по крайней мере, в глазах общественности американской. Поэтому
я все-таки склоняюсь к мысли, что здесь будет настоящая драма и представление, но в конечном счете все они подпишут и все согласуют. Так, друзья, ну по Китаю сегодня ситуация позитивная, он продолжает отскакивать. А компания Evergrande, которая типа виновник торжества, ну смотрите, здесь она рисует попытку отскока, но я думаю, в такие игры играть крайне неоправданно рискованно, потому что компания, во-первых, банкрот, во-вторых, китайская акция вообще лучше не лезть. Так, друзья, Baltic Dry у нас улетает в космос. Улетает в космос. И с учетом такого роста инфляции и издержек, даже сложно сказать, каким действием в ближайшее время вынуждена будет прибегать ФРС. Здесь, что называется, все смешалось в доме Облонских, или как там говорят. Потому что, с одной стороны, рост вот этого показателя указывает на то, что инфляция издержек будет душить. С другой стороны, скорее всего, пертурбация ФРС, она связана с тем, что будут максимально откладывать сокращение количественного смягчения. Так, друзья, далее RGBI. Здесь наступает момент истины. Смотрите, вот ударились в сильную поддержку. Соответственно, если она будет пробита и здесь будет закрепление, то это плохо для российского госдолга. Плохо. И тогда это все во многом объясняет отчасти ситуацию с рублем, с его укреплением, точнее отсутствие надлежащего укрепления. Это вот один из факторов, главный фактор – это состояние российской экономики, и второй фактор – то, что госдолг сливают. Соответственно, пробой вот этого значения, дальнейшее движение вниз, оно не даст рублю укрепляться. Нельзя сказать, что здесь какая-то паника с рублем возникнет, но рублю укрепляться это не даст. Так, друзья, по природному газу очень интересная картина, 6,5 потестили. Соответственно, если будет коррекционный откат с пробитием 5.25, весьма вероятно, мы здесь получим разворот и более существенную просадку. Если пробоя 5.25 не будет, то нет преград для дальнейшего движения наверх. Так, друзья, далее американский викс. Вчера он закрылся чуть больше 18,5, но пока это не критично, пока все в пределах нормы. Так, далее S&P 500. S&P 500 сегодня находится в проторговке. Да, он закрылся ниже 4450. Это указывает на то, что ситуация от позитивной изменилась к более такой нейтральной, но пока что ничто беды не предвещает. Беду будет предвещать, если вот это движение повторится и, соответственно, будет сначала пробой 4390 и потом пробой уровня 4280. Если последовательность действий такая произойдет, то действительно можно сказать с высокой степенью вероятности, что мы переходим в состояние обвала. Но, судя по движению викса, такого быть сейчас в ближайшее время не должно. Так, друзья, нефть, смотрите, 80 пробили. Сейчас, если будет закрепление, продолжается движение. На этой неделе будет взято 84, возможно, даже 94. Критерий того, что это движение остановится, это коррекционный откат и пробитие 76,1. Если 76,1 не пробиваем, то движение наверх будет, с моей точки зрения, продолжаться. Так, друзья, далее золото. Ну, смотрите, Каплана разогнали, теперь золото может спокойно порасти. Критерий того, что этот сценарий не срабатывает, это откат и пробой 1740. Уже немножко, даже 1738, 1740 вот этого диапазона. Немножко здесь уровень сдвинулся. Вот, если пробоя его не будет, то у нас золото на этой неделе уйдет вот сюда, вот в этот диапазончик. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Здесь у нас тестирование и пробой будет вот этого значения максимального, который 177 400. Если мы его сегодня пробиваем, будет движение на 182 500. Если здесь начинаем торговаться, сразу это значение не проходим, будет коррекционный откат на 172 500, 172. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, укрепляется рубль совершенно непропорционально нефти вообще. То есть при такой нефти он уже должен улететь там на 68-64. Мы видим, что происходит с российским госдолгом. Видим, что происходит в реальности с экономикой, когда сокращается количество малых предприятий и ИП. Это во всем мире, в любой экономике рыночный критерий того, что на самом деле экономика коллапсирует, какие бы там другие цифры не выходили по ней.
Вот, соответственно, здесь у нас в ближайшее время уровень 72.15. Если мы сегодня его пробиваем, то, соответственно, возникает укрепление рубля, у которого цель движения будет 71,5, возможно, 70. Если пробоя вот этого не происходит, все это превращается в консолидацию на текущих значениях и отскок на 73.05. Ну, пока что здесь на сегодня, на утро движение идет на укрепление рубля, и, возможно, мы получим сейчас сразу тестирование вот этого диапазона, и потом небольшой отскок на укрепление доллара в район 72.65, 72.7. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание.